На окраине маленького поселка, возле старого заброшенного сада, росли густые кусты шиповника. В их тени уже несколько недель жила собака по имени Лада. Она почти не выходила на открытое место и старалась не показываться людям. В кустах она устроила себе небольшое убежище из сухих листьев и травы, где рядом с ней лежали 4 маленьких щенка. Лада была обычной дворовой собакой. Когда-то она жила рядом с людьми и даже радовалась, когда кто-то подходил к ней. Она верила, что человек может быть добрым. Она встречала детей у школы, провожала соседей до остановки и всегда ждала, когда кто-нибудь угостит ее кусочком хлеба. Но однажды ее доверие исчезло. Несколько месяцев назад Лада оказалась возле дома, где люди сначала казались ей дружелюбными. Они звали ее к себе, давали еду, но потом начали плохо с ней обращаться. Ее прогоняли, кричали на нее и однажды сильно напугали. После этого Лада перестала подходить к людям. Она больше не верила протянутым рукам и убегала даже от тех, кто хотел помочь. Когда у нее появились щенки, страх стал еще сильнее. Она понимала, что должна защитить малышей любой ценой. Каждый звук заставлял ее вздрагивать. Шаги на дороге, лай других собак, шум машин. Ночью она почти не спала, а днем выходила только в поисках еды, всегда возвращаясь обратно в кусты. Однажды утром мимо сада проходила женщина по имени Анна. Она заметила, что возле кустов лежат пустые упаковки от еды, а рядом слышится тихий писк щенков. Анна не стала сразу подходить. Она вспомнила, что испуганное животное может принять помощь за угрозу. Несколько дней женщина приходила к кустам и оставляла там миску с водой и немного корма. Она садилась неподалеку и просто спокойно разговаривала. Лада сначала наблюдала издалека, готовая в любой момент убежать. Но она заметила, что эта женщина не делает резких движений и не пытается поймать ее. Прошло время, и однажды Лада сама подошла ближе. Она остановилась в нескольких шагах от Анны, осторожно посмотрела на нее и впервые за долгое время не убежала. Женщина тихо сказала: «Я не причиню тебе вреда». Лада словно почувствовала, что эти слова были искренними. Постепенно собака начала доверять. Анна отвезла Ладу и щенков к ветеринару, где им помогли и проверили здоровье. Оказалось, что Лада сильно ослабла, но она была заботливой матерью и все это время защищала своих малышей. Через несколько месяцев Лада уже жила в новом доме. Она все еще иногда пугалась громких звуков и не сразу подходила к незнакомым людям, но рядом с Анной она снова научилась чувствовать себя в безопасности. Щенки выросли и нашли добрые семьи. История Лады напомнила людям из поселка, что животным тоже бывает больно. Они не могут рассказать словами, что с ними произошло, но их страхи видны в их поведении. Иногда собаке нужен не только корм и теплое место, а еще терпение, забота и человек, который докажет, что доверять снова возможно.